Как заведено на нашем канале, в обзор города время от времени включаем разные заброшки. И вот смотрите, что нашел. Памятник советской архитектуре, комплекс зданий и сооружений санатория имени Орджоникидзе. Он сейчас закрыт, потому что он заброшенный. Но мы нашли, как в него залезть. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Идемте с нами. Ну, пока идем, немножко расскажу, что вообще это такое. Санаторий имени Орджоникидзе был построен в начале 20 века, в 1934 году. Серго Орджоникидзе своим личным указом показал, где его строить. А уже в 1937-м, дай мне бог памяти, 13 декабря 1937 года, санаторий принял своих первых гостей, наверное, можно так сказать. Такое монументальное сооружение. Ну и во время войны здесь был госпиталь. Так, пойдемте-ка, наверное, в ту сторону. Или в ту. О, пойдемте туда, вон какие пальмы. Ребята, на такую пешую экскурсию по санаторию Орджоникидзе можно потратить чуть больше часа. Ну, если особенно посмотреть все, что хочется посмотреть. Гляньте, какие тут пальмы. Добрались мы до какого-то культового обрядного сооружения. Кровати, тапочки, пожалуйста, все. Небосвод, глаза. Так вот, в каком там 50-м, по-моему, где-то в районе 50-х годов, послевоенное время был отдан Министерству угольной промышленности, которые своими силами пробили в скале тоннель и запустили экскалатор, траволатор, фуникулер, вот, соединяющий отель, санаторий на тот момент с морем. Ну, собственно, с тех пор санаторий и начал пользоваться популярностью. Для начала нужно было выдать не меньше годового плана по добыче руды, для того, чтобы попасть сюда. Ну а дальше, как вы все знаете, план первой и второй пятилетки. Пойдемте посмотрим на архитектуру. Ну, собственно, видно, что зданию требуется уход. Ну и это поняли еще в 2010 году, когда его закрыли на реставрацию. Но так как на реставрацию всего этого комплекса требуется огромное количество денег, до сих пор непонятно, за чей счет банкет будет. Ну и вот оно все так и стоит. Ну, собственно, вот он, центральный корпус. Вот эти 6 колонн. Внутри был ресторанчик. Вот вам и сталинский ампир. Ну и, соответственно, главная фигура, главная доминанта, наверное, этой территории, это вот такой фонтан с танцующими и сидящими женщинами. Ну, естественно, фонтан уже не действующий, но, ребята, народу тут умотаться. Соответственно, справа и слева от центрального корпуса эти корпуса выполняли функцию спальных корпусов. Там были номера, скажем так, комнатки отдыха. Да. Чем-то, я скажу вам, напоминает мою альма-матер. Очень похоже. Ну что, пойдемте, поднимемся, посмотрим, докуда можно залезть. Судя по количеству туристов, это уж совсем не заброшка. Заброшкой можно назвать в плане отсутствия ремонта. Прикольные штуки. Представляете, какой вид на море открывался вот с этой высоты? Если даже стоя
Здесь вид обалденный. Пойдем дальше. Немножко общего вида для красоты. Да. Аквадискотека. Минус 100 лет от сегодня. Ну и представляете, да, ребят? Все это строили для рабочих. Вот так вот. Дворцы рабочим, деньги крестьянам. Отсутствие ухода превращает эту площадку в какой-то такой природно-загадочный вид. Ветви деревьев как будто закрывают все и сохраняют. Стены затянуты. Но сейчас у нас февраль, поэтому все не зелено. Но что-то мне подсказывает, летом здесь все зелено. Хочешь привезти из Сочи фотографии, которых нет ни у кого? Иди сюда. Хэштег обязательно к посещению. Смотри. Видели? Где вы еще такое встретите? Да нигде. Только здесь. Ну и как я уже вам сказал, во время войны здесь находился госпиталь. Вот такие, номер 2132. Если вы будете подъезжать к Сочи на машине, то вы увидите огромную надпись «Сочи город госпиталь». Потому что во время войны сюда привозили раненых. И многие, скажем так, обретали вторую жизнь здесь. В Сочи. Ну, вот здесь можете там по ссылочке пройти, посмотреть. Вы видели, какая движуха в городе. А здесь лето, безмятежность, тишина и покой. Вот за это многие сочинцы сюда приезжают отдыхать от городской суеты. Вот так вот. Напомню, середина февраля, а здесь цветет мимоза. Камон, ребята, погода сошла с ума. Это середина февраля, не середина марта. Ну вот, собственно, жилой корпус с другой стороны. До 5 этажей они достигали, в зависимости от перехода по грунту. Ну и, ребят, про фотографии я вам уже сказал. Не поленитесь, зайдите сюда. Заедьте, побывайте. Это самая крутая заброшка, которую я встречал. Вот так. Спустившись вниз, вы оказываетесь в самых настоящих джунглях. В 1956 году произошло знаковое событие для санатория. Здесь сняли фильм «Старик Хоттабыч». Ребята, кто смотрел, напомните, в каком эпизоде снимали. Что-то я вот не... У меня где-то не заходит он. Где-то должен же быть. Но я не помню, что они делали в этом санатории. Смотрите, как все подзатянуто. Ну, конечно, монументальное строение. Это получается, если 1937 год запуска, это через всего 17 лет будет 100 лет. Получается, это один из старейших санаториев. Наверное, не только Сочи, но и всея Руси. Ну и этот же корпус с другой стороны. Оказывается, сюда уже водят целые экскурсии. Вот так. Это был такой мини-обзор самой главной заброшки в Сочи. Понравилось? Пиши в комментариях. Не понравилось? Ну что делать? Попробуй написать туда же. Возможно, коммент останется. Ну и будьте с нами, подписывайтесь на канал. Пока-пока.